Друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу, как из полипропиленовых труб и еще ряда приспособлений можно сделать большой, почти 3-метровый светильник своими руками. Так что, поехали! Первым делом необходимо выбрать форму для основания светильника. Я использовал тазик, и тут есть определенные нюансы, о которых я позже, конечно же, расскажу. Отверстие необходимо для того, чтобы потом прикрепить, так сказать, верхнюю часть светильника к основанию. Для этого я использовал трубу на 32 и спаял ее вместе с муфтой соединительной. В трубу у края муфты необходимо вкрутить длинные саморезы, после чего вырезать металлическую сетку по форме тазика и все это вместе скрутить, так сказать, с помощью проволоки, все это прикрутить, и получается такое армирование, чтобы бетон в дальнейшем крепко держался. Конструкция готова, вставляем ее в тазик в отверстие просверленное и с помощью клеевого пистолета по кругу ее все хорошо проклеиваем, после чего с помощью скотча закрываем отверстие, плюс дополнительно она как бы будет держаться лучше. И можно сказать, что конструкция готова к заливке бетоном. В качестве раствора я использовал готовую цементную смесь. Все это с водой перемешивается, доводится до консистенции примерно 20% сметаны. Ну и выкладывается в нашу форму, так называемый тазик. Все это выравнивается, подбивается по краям. В общем, надо довести до такого состояния, чтобы как можно меньше пузырей осталось, ну и все это выровнялось само собой. И оставляется на 48 часов. Для изготовления плафона я использовал бутылку 20-литровую, отпилил верхнюю часть, после чего с помощью ножика шкурки выровнял края, все это обезжирил и с помощью краски золотистой с внутренней стороны дважды прошелся, с промежутком там, не помню, несколько минут, там 5 минут. И также с наружной стороны дважды прошелся черной глянцевой краской, после чего дал высохнуть и уже потом нанес такие дополнительные эффекты с помощью кисточки и все той же золотистой краски. Ну и получилось очень и очень даже красиво. Для фиксации патрона внутри плафона я использовал несколько муфт. Вначале муфту 32 на 20 с переходником спаял с трубкой на 32, после чего и муфту на 20 с наружной и внутренней уже спаял со второй частью, которую ранее спаял. И после этого уже патрон с помощью клеевого пистолета приклеил по кругу. После того, как основание подсохло и было готово, клей легко отсоединяясь с помощью ножа, вытаскивается вся эта конструкция готовая бетонная, и можно переходить к склеиванию, свариванию всех трубок, а именно вначале трубку на 32 присоединил к муфте переходной на 25, после чего трубу 1,5-метровую на 20 приварил к ранее приготовленному патрону. С другой стороны приварил тройник, где в дальнейшем будет выходить выключатель, а именно провод от выключателя. И после чего уже приварилась трубка на 25 к трубке к муфте вот этой на 32, которая переходит. И все это вместе соединилось уже с основанием бетонным, приваривалось. И вот как раз для этого и была, так сказать, сделана ранее муфта. Все это приварилось. Потом это все я положил на пол и сварил всю эту конструкцию. Конструкция получилась очень длинная, 3,5 метра. Да, хочу отметить, что все трубки внутри армированные, металлические. Следующий этап это была проводка. Тут необходимо было протянуть провод через весь светильник, после чего на обратной стороне прикрутить вилку, что, думаю, может каждый. Там, где тройник в середине светильника, подцепил с помощью проволоки и шилопровод, вытащил его, разрезал, после чего прикрутил полметра провода. Дальше взял заглушку с резьбой, в ней высверлил отверстие и вставил в нее провод, после чего все контакты были закрыты.
На конце провода поставил выключатель. Тут тоже, думаю, ничего сложного нету. Ну и там, где патрон, также все это скрутил, прикрутил, в общем. И, в принципе, проводка была готова. Чтобы покрасить такой высокий большой светильник, пришлось воспользоваться стремянкой. Все это покрасил в черный цвет глянцевый. После чего также с помощью кисточки нанес золотистые такие потертости. Как я говорил в самом начале видео, у основания есть определенные особенности, а именно оно получилось маленькое и очень неустойчиво стояло. Поэтому пришлось сделать побольше его. Для этого взял побольше тазик, просверлил отверстие, вытащил провод и сместил центр немножко в сторону. Ну и также дал 24 часа высохнуть. После того, как светильник был полностью готов, осталось прикрутить только плафон с помощью 4 саморезов муфти, крутить винтажную лампочку и, как говорится, да будет свет. Согласитесь, замечательно. Какой-нибудь холодный вечер, посидеть на диване, когда есть там животные, написать что-нибудь в блокноте, помечтать о чем-нибудь или почитать книгу, когда вот такой вот мягкий свет рассеивается, свисает над вашей, так сказать, головой и вносит свою какую-то изюминку. Я надеюсь, вам понравилось то, как мы сделали данный светильник. Конечно, не обошлось без изъянов, нам пришлось увеличить площадь основания, чтобы светильник стоял более крепко на своей одной ножке. Но в целом все получилось так, как было задумано. Если вам понравилось, я надеюсь, что вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Ну а в следующих видео я буду также продолжать рассказывать о светильниках, так как мне начали поступать заказы, ну и я решил совместить приятное с полезным. С вами был Геннадий Истомин. Всем пока!